И снова всем привет, с вами Реторн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами наведались в очень необычную локацию. Вот, судя по всему, это кладбище кораблей, которое одновременно еще является домом для местной нечисти. Вот. Сейчас мы посмотрим, конечно, что тут вообще можно сделать. Смотрите, какие-то пленники, которых отвели вот сюда. Зул кого-то найдет, видите? И она, получается, как бы наш враг. Но мы, видимо, можем мимо нее прокрасться. И свалить пока отсюда. Давайте так и сделаем. Так. Он говорил что-то по поводу дома. А где этот дом? Воображаемый рай. Поговорить с Медным. Медный Чан просит встретиться с ним в его обиталище на западной окраине города. Кажется, он что-то знает о происходящем на расколотом рифе. Западная часть города это вот. Здесь же больше ничего не подсвечивается. А, подождите, западная это лодочная, вот. Ну ладно. Либо опять же прибрежная гробница, возможно. Вот, Медный Чан. Все отлично. Здорово, ты здесь. Сюда, сюда. Смотри только, куда ступаешь. Я, коллекционер. Потратил на сбор этого целые годы. Он рассеянно обводит рукой хлам, устилающий каждую поверхность и уголок его утлого пристанища. Я всегда был любопытен. На этом рифе застряло так много кораблей. Я ныряю, исследую. Там внизу так прекрасно. Сотни историй, которые я сшиваю кусок за куском. Со шлемом все иначе. Все изменилось с появлением шлема. Я надел его и увидел, как все выглядит на самом деле. Он наклоняется ближе, заговорчески оглядываясь по сторонам. Кладбище кораблей кишит мертвецами, но не мертвыми, все еще живыми. Знаю, я вижу сквозь иллюзии. Понимаешь, грезы действуют только на тех, чей лоб украшает этот символ. Но пока на моей голове шлем, я их не вижу. Мы все мертвы или что-то вроде того. Питаемся плотью живых, чтобы протянуть чуточку дольше. Не хотелось бы вот так проснуться. Ха, и в самом деле, шокирующее ощущение. Может, я даже и спятил. Так, самую малость. Я не знаю, для чего нас заколдовали, но это точно как-то связано с гробницей. Там находится Мензага, главный здесь. Раньше там была старая крепость Люси Риван. Все новые поселенцы проходят через это место. Вскоре они начинают сходить с ума и испытывать жуткий голод. Тех, кто посильнее, Мензага кормил как следует, превращая в своих верных рабов, защитников. Остальные были обречены медленно гнить в таверне. Время от времени защитники притаскивали нам чей-нибудь труп. Медный Чан поникает головой. Причина тому, зачем они держат нас во власти этих фантазий, должна находиться где-то там. Та самая Риван, что командует плавучим висельником? Название корабля мне неизвестно, но Риван определенно должна быть опасным капитаном. Она основала это место, превратила его в то, чем он является сейчас. Понятно, хорошо, я осмотрю гробницу. Притормози, туда нельзя просто войти, там охрана. Очень-очень серьезная охрана. У тебя есть идея получше? Охранники на самом деле никогда по-настоящему не покидают своих постов. Разве что, если охотники притащат свежее мясо. Но и графика у них нет. Приходят и уходят, когда вдумается. Сможешь устроить диверсию? Я? Да, хорошо, я справлюсь. Встретимся снаружи.
Так, ну ладно. Пока все довольно интересно. И мы, кстати, все можем получить новый уровень, чем мы сейчас и займемся. О, вот это мне нравится. Смотрите, священная жертва, и паладин собирает всю свою веру и приносит себя в жертву носением огня. Каждый раз, когда заклинание пульсирует, цели рядом получают урон горением. Паладину же достается часть их общего здоровья в виде чистого урона. Этот урон может убить паладина. И святая жертва. Улучшение. Если паладина побеждают во время жертвы, он вскоре возрождается с полным запасом здоровья. Это неплохо. Либо все-таки свет истинного фанатизма прокачать, что тоже неплохо. На паладина опускается столб света. Свет исцеляет всех окружающих соратников и обжигает вражеских носителей духов, нанося им огромный урон. Божественное возмездие. Если соратник выведен из строя, паладин получает рвение. Повышает ваш уровень мощности, увеличивая эффективность всех способностей. Пока прокачаем это, возможно, потом возьмем свет истинного фанатизма. Потому что оно тоже неплохое, но оно наносит урон только духом. О, у нас, кстати, Эдер немножко поранен. Так, удар вдохновения. Атака мощная, атакует врага мощной атакой ближнего боя, нанося незначительный урон и оглушая его. Враги за целью оказываются потрясены и получают чистый урон. Удар вдохновения. После удара вы одновременно получаете вдохновение, понятно, стремительности и сообразительности. Так, удар на себя. Боец стоит между союзниками, которые находятся поблизости, и противниками, которые их атакуют. Суммарный урон любой атаки против находящегося поблизости союзника уменьшается вдвое, а боец получает вторую половину в виде чистого урона. Прошу прощения. Боец выполняет основную атаку и получает бонусное пробивание, понижая класс защиты цели. Несгибаемость. Когда боец встает, его дисциплина восстанавливается. — 10 секунд. Ну, не знаю, насколько это актуально. Сложно тут что-то выбрать. Ладно, давайте вот это. Боец выполняет основную атаку и получает бонусное пробивание. И второе, это, наверное... Наверное, все-таки несгибаемость, потому что дисциплина после того, как он встал, это хорошо. Так, Зоти получила призванный из земли лозу, будет атаковать и подтягивать врагов. Месть Скейна. На поле появляется сфера божественной тьмы, ослепляющая каждого, кто оказался внутри или неосторожно приблизился. Мощь Магран.
Жрец просит Магран очистить цель, и богиня сжигает все ее грехи в столпах пламени. Каждый столб обжигает цель и наносит ей дробящий урон, а также снижает продолжительность как вредоносных, так и положительных воздействий на цель. Жрец окружает себя божественным ореолом Вайле. Все ближайшие соратники получают бонус ко всем видам защиты. Кроме того, враг, дерзнувший посягнуть на того, кто осенен божественной милостью, рискует ослепнуть. Цель лишается жизненной энергии, и ее уровень мощи значительно падает, ослабляя все заклинания и способности. По стойкости атака на 30 секунд минус 5 все уровни мощности. Пробивание 9. Ну, мне, в принципе, нравится мощь Магран. Давайте попробуем ее. И второе, скорее всего, благословение Вайля. Все защиты плюс 5 на 6 секунд, каждые 3 секунды. Пока так, а там посмотрим. А почему Серафен уровень не получил? Чуть-чуть не хватает. Ладно. Алот. Метеоритный дождь, плащ смерти. Волшебник укутывает плащ черной энергии. Каждого, кто атакует волшебника в ближнем бою, ждет кратковременное изгнание во тьму, где невозможно предпринимать никаких действий, а также постепенный чистый урон. Шквал снарядов Минолеты, отражение Ленград. Создает поле тайной энергии вокруг заклинателя, в результате чего враждебные заклинания отражаются назад в заклинателе в сумме на 50 уровней заклинаний. Окаменение. Заклинатель создает два больших мощных зачарованных оружия, а также великолепный магический нагрудник. Ну, метеоритный дождь, конечно, что же еще, ребят, первым вариантом. Вторым. Давайте отражение Ленград возьмем, потому что нашего мага часто бьют заклинаниями, наверное, я так думаю. Сейчас посмотрим, кстати, что у него там в его гримуаре. И как это изменить. Кстати, мы так и не разобрались, да, как это менять? А, то есть заклинания, которые он знает сам, а есть заклинания, которые... ему нужно записывать. В общем, короче, смысл магии я пока, честно говоря, так и не понял. Точнее, не разобрался, как она работает. Вот, но она работает, и ладно. Вы же знаете, как я отношусь к магам. Так. Исследовать гробницу в расколотом рифе. Туда пока нельзя попасть. Ну что ж, поехали в гробницу. Надо было отдохнуть. Эй, внизу, кажется, я обернулся. Жуть какая, вы все выглядите как трупы. За ним. О чем я думал? Хорошо. Мы отдохнули, восстановили все свои травмы. Теперь поехали. Кровавый мох. Локация не очень большая. Так, Фамир. Он один. Мы можем на него напасть. Нападение всем к оружию.
Ну что, как вы думаете, мы справимся с этой толпой зомбаков? Так, ну что, давайте попробуем. Метеоритный дождь. Вот, кстати, получил уровень и наш Серафен, судя по всему. Ну, в общем, не знаю, зачем он отвлекал, конечно, потому что мы тут взяли и просто на всех напали. Можно было пройти, наверное, по одному осторожно и быстро. А, вот, упал. Эдер сейчас встанет, скорее всего. Символа Атаса попробуем. Готов. Сейчас, видимо, опять придется передохнуть. Зелье большого исцеления. Какой-то камень. Пещерный коралл. Хорошо. Так, давайте вернемся назад. Сюда. Поднимем уровень Серафена. Каждая атака союзника будет содержать одно из его воспоминаний, что значительно повысит пробивание. Плюс 8 пробивания. Целью преисполняется ужаса и начинает хромать, не в силах прогнать мысли о потерянных близких и убитых врагах. Ужас и хромота на 20 секунд. По воле. Душа цели раскалывается, нанося ей постепенно чистый урон. Каждое заклинание разлома, наложенное на эту цель, будет вызывать новую трещину, нанося чистый урон и подбивая действие. А у нас есть разлом вообще, я не помню. Ну, давайте повысит пробивание. Это полезная штука раз. И зловещие цели. Ну, давайте попробуем. Ужас на врагов, в принципе, наложить это неплохо. Так. И теперь снова отдохнем. И теперь уже будем поаккуратнее, ребята, поаккуратнее. Потому что действительно врагов тут многовато.
Ясно. С такой внимательностью мы не обнаружили ничего. Ну, пока неплохо. Опять же, ловушки, ребята, ловушки. Так, а у Эдера 2 травмы? Да, опять придется отдыхать. Непростое задание, ребят, непростое задание. Благо мы всю игру не отдыхали почти. Еще непонятно, как работает внимательность в этой игре. То есть, да, видимо, бросок, либо это пассивное значение. Потому что активного пункта поиска здесь нет. Так, мы видим закрытую дверь, которая требуется отмычек 3. Мы можем туда попасть, но давайте сначала поисследуем все остальное. Так, восставший заступник. Даргуль Рубака. Минимум 2 противника здесь. А то и 3. Сейчас что-то была пауза. Ладно. Их тут больше. Все, что я могу сказать. Давай, Лотик, со своим дождем. Ну что, метеоритный дождь хорошая штука, но опять же, если бы не оптимизация. Причем как будто бы можно поменять цель на нем, когда он уже идет. Это интересно. Но сейчас мы гораздо лучше справились. По луту ничего интересного, кроме гримуара восставшего волшебника. Бревно черного дерева. Так, сюда, получается, нельзя никак не спуститься, ничего, да? Это типа край карты.
крайней мере, никаких штук здесь не юзается. Ладно, пошли наверх. Как минимум двое. Трое. Воин Стального Хребта. 4. Интендант Арка. Хорошо, давайте займем позицию с тактической точки зрения. Тактическая точка зрения — это воевать в проходе. Вот так. Никуда не идем. Стоим здесь. Вот так. Жжем всех. Известно чем. Так, за лотом тут погнались. Интендант Арка напала на нашего лота и убила его. Давайте нападем на нее в ответ. Причем нападем не просто, а нападем нормальным образом. Блин, а лота опять уложили. А, видишь, мага фокусит специально. Хорошо, хорошо, ребята, хорошо. Повоюем. Повоюем. Отлично, интендант убита. Замечательно. Черненый пластинчатый шлем. Бледный лик. Противнику персонажа +1, интеллект +1, восприятие +1. Черный пластинчатый доспех. Полученный урон -50 от атаки, разложения, яд, болезнь. Удовлетворение болью. Дает удовлетворение болью. На себя ум, проницательность или устремленность на 36 секунд. Дает случайное вдохновение разума с продолжительным действием при переходе к статусу в крови. Флакон крови Фамира. Я думал, здесь ключик какой-то будет, но, видимо, нет. Ладно. Так, Алоту плоховато. Зачем мы вообще ходили в эту комнату? Ага. Тут что-то... Так, стоп, тут ловушечка. Блин. Превосходный меч. Свиток
И все, да? Здесь больше в этой комнате ничего нет. То есть мы сюда ходили ради лута. Комната интенданта написано. Странно, что мы с ее трупа не подобрали чего-то полезного. Ну да ладно. Так, получается, здесь мы были, нам осталось сюда пойти и вот сюда еще. Какие-то змеи. Мне кажется, что это какой-то или выход, или что-то такое. А здесь вот это, наверное, центральная часть, где этот главный босс сидит. Поэтому сейчас нам придется отмычками воспользоваться. Так, тут у нас, ребята, толпа скелетов. Давайте сохранимся, станем в правильную позицию. Вот так, и поехали. О, смотрите-ка, нормально так. Это, походу, жрец кастанул то, что носители уничтожает. Ну вот эти бои мне уже нравятся. Так, что у нас здесь интересного? Да тоже ничего. Просто куча мусорного лута. Так, ран у нас никто не получил. Ловушек пока я тоже не вижу. Хотя, вот знаете, вот здесь, мне кажется, есть какая-то ловушка, ребята. Смотрите, здесь кровь какая-то. Видите, как будто вы кого-то тянули. Еще всего пару стежков, мои сладкие. Руновед Кастор. Он, скорее всего, будет поднимать. Ладно, сейчас узнаем. Убегай же, вот. Ух ты, блин, еще сзади ребятки приперлись. Ну да, логично. Так, у нас там было какое-то отражение, я помню. Ладно, сейчас посмотрим, что самый лот сделает.
Да, кстати, ужас сработал даже на голема, заметьте. Тоже ничего интересного не нашли. Денежек немножко. Какие-то символы нарисованы на стенах. И все. Ну ладно. Так, подождите, тогда получается вот здесь на нас тоже нападут или нет? А, нет. Вот, смотрите, скрытая дверь. Видите? Вот она. У кого у нас внимательность самая лучшая? Восприятие. Даже смотреть. Восприятие 13. Ну ладно, давайте попробуем как-то поднять восприятие. У нас были какие-то предметы, которые позволяют это сделать. Зелья, например. Плюс 2 все уровня мощи. Плюс 15 скорости действий. Плюс 2 история, плюс 2 проницательность, плюс 2 метафизика и плюс 2 религия. Телосложение плюс 3 сила, плюс 3 ловкость, плюс 3. Восприятие, вот. Ну, давайте попробуем. Отлично. Удивительная подборка книг. Тематика разнится от металлургии до ботаники. Колесо пустоты. Двуручный меч превосходного качества. Превосходное качество. Разрушитель душ. 10% наносимого урона наносится персонажу чистым уроном.
Некротический клинок. Шанс ударить по цели омертвляющим копьем при критическом попадании 15%. Минус 3. Класс защиты. Разъедающий. Сложно сказать, что здесь лучше. Испевающие души. 10% от наносимого урона наносится персонажу чистым уроном, плюс 15 к здоровью, запасу здоровья при убийстве оружием. То есть все-таки мы получаем урон после того, как оно по нам попадает. Ладно, захватить-то мы все равно его захватим. Электротравма. Ну, одна травма это не страшно. Вот таким образом мы научились определять, где находятся скрытые места. У нас появился предмет для этого, надо его запомнить. Он называется волнистая губка. Так, здесь паук, здесь вирм. Кстати, здесь вот у нас нет одного слота, можно туда-сюда что-то засунуть. Оглушение, граната. Так, ну, бесконечных путей, зелье защиты от стихий. Испепелитель, эффекты, огненный урон. Ну, давайте попробуем какие-то гранаты поюзать, не знаю. Это интересно. Так, а здесь фигурка побитой собаки. Призывает могильную гончую. Мы еще с вами, кстати, призывом не пользовались. Но, как вы помните, если вы смотрели мои прохождения по Baldur's Gate, а если не смотрели, обязательно посмотрите, то призывание я использовал только в самом крайнем случае, когда никаких других вариантов уже не было. Ловушка попадает по Эдеру. А, эта ловушка, наверное, ни по кому не попала. Так, смотрите-ка, что это такое? При жаровне не видно механизма, который мог бы ее зажечь, но вы видите, что ложе под ней покрыто запекшейся кровью. А, понятно, вот зачем нам нужны были надзиратели. Смотреть внимательнее. Запекшаяся кровь почти скрывает небольшой геометрический очертаний герб. Он вам не знаком, но напоминает изображение Уана. Но налить в ложу кровь Фамира. Вы переливаете в ложу скверно пахнущую жидкость, и та утекает внутрь жаровни. Раздается тихое постукивание, но вы не уверены, откуда оно исходит. Жаровня внезапно вспыхивает, и ее пламя отбрасывает танцующие тени на окружающие стены. То же самое. Проходит секунда, и вы слышите скрежет камней, затем вас отдает порывом ветра, подобным вздоху какого-то могучего зверя. Подняться по лестнице, в гробницу. Ага, то есть мы сейчас как раз в сверкающую скалу попадем. Ну что ж, здесь будет сражение с боссом, видимо. Разобраться с Мензаго. Так, Фамир. Ну да, это похоже на арену для битвы с боссом на самом-то деле. Вот здесь вот, скорее всего, он сидит. Так, ладно, сохранимся. Мензаго. Маленький щит хорошего качества, свиток метеоритного дождя, плоть носителя, серебряный фильм. Так, еще какая-то штука, смотрите-ка. Ну, посмотрим, если тут ловушки. Перед вами висит, подрагивая в воздухе, накопившийся от энергии шар. Коснешься, и твоя голова разлетится на части, точно прогнившая тыква Амора. Чего не трогать? Абсистентный синдром от наркотиков? Это у кого? У нашего, что? Прикольно. То есть здесь есть наркотики, есть абсистентный синдром. Замечательно. Ничего не скажешь. Так, ну ладно. Хорошо. Сейчас будем с ними беседовать. В отличие от множества носителей, встреченных вами в гробнице, облаченный в мантию мужчина, сидящий здесь на троне, выглядит совершенно живо. Предположить обратное
заставляет лишь бледность его кожи и приторный запах разложения. Его пальцы убивают мерную дробь по толстому изношенному гримуару. Когда мне сообщили, что в склепе какой-то шум, я решил осмотреть горизонт и заметил парус, корабль. У меня даже сердце пропустило удар. Думаю, ты в силах оценить иронию. Как я понимаю, ты сбежал из чьей-то тарелки. Ты Мензага? Совершенно верно. Как ты наткнулся на расколотый риф? Представляю, какое впечатление он производит на чужака. Жуткие марионетки, праздно прожигающие день за днем. Десятилетия труда, и все коту под хвост из-за одного Назиналя. У меня не так уж много занятий, которые можно было бы скрасить долгие дни, а теперь меня лишают и этого. Меня, когда-то правую руку великого капитана Люсии Риван, Ач, до того самого дня, когда она приказала мне поселиться здесь и поддерживать в полной боевой готовности ее бойцов. Целый век ожидания, а она все бороздила моря, Экоси, но я решил сделать ожидание приятным. Я создал собственную империю, но нет, я не забыл своего долга. Я отвел Риван достойное место в нашей скромной мифологии, наша славная основательница. И все-таки это мой рай, и тебе в нем отведена исключительно роль скотины. Варвар-трупоед. Так значит, это ты наложил на людей чары? Частично. Я приставил к этому делу лучших. Возможно, вы уже даже встречались, пока ты шел сюда. Иллюзия, поддерживающая расколотый риф, далась мне не так уж легко. Это мощнейшее заклинание требует точки фокусировки. Вот она, этот шар. Мензага ленивым взмахом указывает на шар энергии у подножия ступеней. Да, из-за тебя я лишился своих союзников, но мы здесь уже очень давно. У меня есть и другие слуги, их нужно только позвать. Зачем было оставлять им разум? Изначальная идея была другой. Люсия Риван хотела иметь армию. Армию, которой не страшны ни раны, ни болезни. Легко сказать, но что делать, когда твои бойцы начинают гнить? Стоит увидеть, что у тебя под черепом, и тут любой с ума сойдет. Так что мои советники придумали, как сделать, чтобы эти бедняги не переживали из-за своей печальной участи. С меня довольно. Мензага небрежно взмахивает рукой, и шар на платформе начинает шипеть, словно его только что бросили в горячие угли. С южной оконечности утеса слышен хор жутких голосов. С южной оконечности утеса. Они будут оттуда вылезать, что ли? Давайте возвращаться. Убегаем, 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 убегаем. Вот так вот, все. Отлично. Так, Эдер. Идем сюда воевать. Вот так, все. Хорошо, хорошо, хорошо. Пока все неплохо. Так, Эдер, тебе нужно срочно подлечиться. Тебе тоже. А здесь мы начинаем вызывать наших существ. Зоти легла, это плохо. О, мы кого-то грохнули. Судя по звуку, кого-то важного. Так, давайте поднимать. Задание обновлено, воображаемый рай.
ты, блин, ух ты, блин, ух ты, блин. Блин, ее опять уложили. Это плохо, ребята. И еще я почему-то не могу управлять некоторыми из своих персонажей. Ладно. Так, я могу еще разок поднять? Нет, уже не могу ничего сделать. К сожалению. Все, это был последний. Отлично. Отлично, ребята. Хоть мы и почти все умерли, но мы справились. Почти не считается. Мантия из паутины. Легендарный предмет. Плюс 4 класс защиты, плюс 3 класс защиты от рубящего. Невосприимчивость к воздействиям по ловкости. Это очень хорошо. Гримуар Минзага. Ну, здесь, в принципе, нечего смотреть. Амалиора, скипетр. Одноручный, легендарный. Урон плюс 60%, точность плюс 15, плюс 4 пробивания. Подчинить волю. При критическом попадании по разумному противнику или встряску, или чудовищу производится дополнительная атака, и население складывается встряска. Жертва встряски теряет 5 единиц решительности и 3 уровня мощи. Точность плюс 10, если противник носитель. Ну что ж, у нас, кажется, есть новая мантия для лота. Давайте сравним. Да. Причем ее еще можно зачаровать. Ядовитые клыки. Укус наносит постепенный и чистый урон ядом. Неуязвимость атаки по яду. Мастер ядов. Все уровни мощности. Мастер плюс 2 на яды и создает сковывающую паутину. Сплетает прочную паутину в области действия. Призыв земля. 1 на бой. Вот это мне, кстати, нравится. Но, к сожалению, панцирь тут нужно. Он всего 1 у нас, поэтому пока не будем ничего апгрейдить. Так. Это у нас жезл. Перед вами висит, подрагивая в воздухе, накопившейся энергии шар. Рубиновая поверхность шара гладкая, словно стекло, и подсвечена изнутри магическим сиянием. Вы чувствуете, как рвется наружу заключенная внутри энергия. Если разбить шар, она освободится. Однако, что именно при этом произойдет, вы не уверены. Уничтожить шар. Вы бьете по стеклу, и раздается неприятный хруст. По поверхности разбегаются трещины. Шар рассыпается в один миг, и накопленная в нем энергия вырывается наружу во вспышке света. Для них это будет кошмаром, который не заканчивается после пробуждения. Ну что ж, вроде бы как все получается. Ждать, отдыхать мы здесь не можем, видимо. А что по заданию? Поговорить с Медным Чаном. Я положил конец власти Минзага над извечными душами расколотого рифа. Пора вернуться к Медному Чану и рассказать ему. Поздно, я его уже разрушил. Ну ладно. Тебе удалось, гляди. Медный Чан держит шлем в одной руке, а второй почувствует голову. Я слышал странные звуки, едва не рехнулся от страха, но затем осмелился снять шлем, и мои мозги в полном порядке. Я убил Минзага и разбил сферу. Заклятие разрушено. Ты даже не представляешь, что это значит. Я долгое время пытался совладать со своими мыслями, понять, кем стал, смириться с этим. Возможно, теперь все изменится, когда и остальные получат ту же возможность.
Даже и не знаю, что теперь делать. Но теперь хотя бы ясно, что я не сошел с ума. Он смотрит на свой шлем. Держи, мне это больше не нужно. Надеюсь, тебе поможет. Взять шлем. Если хочешь попутешествовать, присоединяйся к моей команде. Ты не шутишь? Видите ли, я не уверен, что ты задумываешь. Таких, как меня, на сухарик не купишь. Мы справимся. Скажи, Медный Чан, ты слышал что-нибудь об Адре? Медный Чан качает головой. Он вяло улыбается, но затем его лицо прорезает широкая восторженная ухмылка. Море. Настоящий корабль. Спасибо, капитан. Вернее, матроса тебе не найти. Медный Чан осторожно касается двери, постановая от восторга. Все, мы забрали его. Получается, он с нами теперь. Наверное. И получается, мы завершили это задание, воображаемый рай, да. Я уничтожил сферу наверху гробницы, избавив его обитателя от сковывающих их иллюзий. Без этих чар Минджага не сможет управлять своей армией. Так его и-то и нет, как бы, этого Минзага-то. Ну давайте в соленый угорь наведаемся. Думаешь, они еще работают? Пропустили бы по стаканчику. Но они сами на нас напали. Правда, мы сейчас можем умереть, кстати. Потому что у нас у некоторых по 3 ранения. Но мы же паладины, мы уничтожаем нечисть. Вот, все дела. Правда, одного из них мы в команду взяли, но он показался мне довольно нормальным для нечисти. Ну эти слабенькие, конечно. Отлично. Давайте освободим пленников. В рот пленницы плотно утрамбована тканая повязка. На шее у нее ошейник из железа, причем вместе с одеянием горит неизвестный символ. Она пытается заговорить, но издает лишь приглушенный вопль. Изучите железный ошейник повнимательнее. Вы не в силах разобраться, к чему здесь этот символ и что за магию он олицетворяет. Убрать кляп. Женщина делает несколько коротких, резких вдохов, а потом понижает голос до заговорческого шепота. Какого здесь происходит? Ты видел этих чудовищ? Если тот Даргуль говорил правду, здесь на всех наложено какое-то заклинание. Они думают, что все еще живы. В жизни не слышал о таких заклинаниях. Уж сколько было разных проклятий, на меня их тоже накладывали, но чтобы такое? Мы шли на антилопе с капитаном Лафелем. И хорошо шли. Чистое небо, попутный ветер. И тут налетел жуткий туман. И по воде к нам двинулась какая-то громадина. Чуть прямо нас там не потопило. Это был плавучий висельник. Меня так зашибло, думала, все, прямая дорога в колесо. Очнулась, смотрю, а эти твари тащат нас с Кисанга по какой-то дороге. Дайма начал орать, так ему чуть голову надвое не расколотили. Надо срочно доставить его в мертвый свет. Ты же как-то пробрался мимо, помоги нам. Бегом, там дыра в корпусе, перерезать веревки. Мы благодарны тебе. Заглядывай в мертвый свет, тебе устроят достойный прием. Хотя, наверное, мы сначала за твоим кораблем пойдем, а то еще снова попадемся. Все, мы всем помогли, всех освободили, всех убили. Здесь были припасы, которые нам не надо, в принципе. Кстати, по поводу команды посмотрим, да, есть тут Медный Чан, опытный навигатор. Да, тут у нас команды набралось достаточно для нашего корабля.
Ну что ж, ребят, мы с вами неплохо потрудились. Возможно, кстати, это нам даст и плюсы в отношении поиска призрачного корабля, да? Потому что как бы Люси и Риван, все дела. Хотя мы вроде бы уже нашли, я вот что-то не помню. Там какая-то странная ситуация была с ним. То есть мы с ним разошлись. Уже не помню. Но мы закончили с вами довольно серьезный квест. По крайней мере, по боям он был не очень-то и простой. Интересно, какого он был уровня. Жалко, что не показывается. Ну, нашего, наверное, я так думаю. Вряд ли меньше. Ну что ж, на сегодня это все, ребят. Потому что время уже подошло к концу, мы даже немножко задержались, но надо же было все закончить. С вами был Реторн, спасибо за просмотр. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на канал обязательно. Ставьте лайки, до следующей встречи.